Война. День 377. Ситуация на фронтах. Воздух. В сети появляется все больше фактов, говорящих о том, что украинская авиация начала использовать крылатые бомбы JDAM, а именно воронки, которые снимают сами россияне, и видео взрывов, заснятых украинскими войсками. А 6 марта генерал ВВС США Джеймс Хекер по сути подтвердил их применение, рассказав об использовании Украиной этих бомб. JDAM – это сверхточная, свободно падающая крылатая бомба. Благодаря приделанным крыльям бомба способна лететь на расстояние более 40 км, в зависимости от сбрасываемой высоты, скорости и модели бомбы. А наличие GPS помогает наводить бомбу максимально точно. Почему это так важно? Дело в том, что это относительно дешевые снаряды с огромным поражающим эффектом, а вкупе с высокой точностью это становится весьма грозным оружием. Генерал Хекер говорит, что их пока немного у Украины, и скорее всего мы сейчас видим пробные пуски, чтобы оценить их эффективность, так как чтобы запустить бомбу, самолет должен находиться на большой высоте, хоть и в десятках километров от линии фронта. Но у России есть комплексы, способные достать украинскую авиацию на расстоянии сброса бомбы, хотя вряд ли эти комплексы постоянно активны и способны покрыть всю линию фронта. Восток. Продолжаются обстрелы приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Бои идут по линии Сватово-Кременная. Тут появилось видео из-под Червонопоповки, где 25-я бригада ДШВ уничтожила 5 российских танков. На правом берегу Северского Донца линия фронта не изменилась, хотя и сообщается о очередной атаке на Белогоровку. Сложная ситуация для украинских войск остается в Бахмуте. На сегодняшний день достоверно известно, что украинцы отступили на западный берег реки Бахмутовка, отходя подорвав мосты. Россияне при этом довольно беспечно ведут себя возле памятника танка Т-34, что может свидетельствовать о уверенном контроле всей восточной части города. Также россияне публикуют кадры остановки украинской контратаки на севере Бахмута, в районе Берхивки, и выведением из строя нескольких БМП. Тактических знаков на них не видно, но вероятно это действительно украинская техника, к чему склоняется большинство аналитиков. В то же время на юге Бахмута, похоже, также имеет место контратака ЗСУ и незначительное оттеснение россиян. Исходя из этого можно судить, что украинское командование таки решило продолжать бои за город, хоть и с отступлением за реку. Дальше бои в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки, которую россияне по сути стерли с лица земли, и от города сейчас остались одни руины. Так выглядит так называемая защита жителей Донбасса. На южном фланге продолжаются обстрелы, но движения на земле замечено не было. Сообщается, что на военном аэродроме Бельбек возле Севастополя произошел взрыв, но кадров, подтверждающих это, на данный момент нет. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке канала и видео лайками, комментариями и подпиской.